Привет всем! Сегодня будем делать траекторию движения камеры, редактировать ее. И для этого нам понадобится простейшая базовая сцена, которая есть в блендере по умолчанию. И для начала добавим путь, по которому будет двигаться наша камера. Curve, Circle. Здесь его не видно, он маленький у нас. Клавиша S. Масштабируем. Scale. И для того, чтобы как-то видоизменить эту траекторию, переходим в режим Edit Mode. И здесь у нас уже есть возможность как-то что-то подправить. Клавиша G и тянем сюда вот прям пониже. Потом здесь можем сделать поближе. Здесь можем вниз опустить. Ну-ка, проверим. Угу. А здесь поднимем наоборот вверх. Ну-ка, и посмотрим, что у нас в общей сложности получилось. Теперь переходим обратно в режим Object Mode. Выделяем камеру и добавляем Constraint. Первый constraint, который мы добавим, это Follow Path. То есть следовать за путем, да, так можно сказать. То есть зачем будет следить камера. И здесь по умолчанию камера выбирает объект, куб как объект, за которым она следит, за которым она будет двигаться. Но мы хотим, чтобы она у нас двигалась по созданному нами треку, по созданному нами пути. Берем, нажимаем пипетку, выбираем наш трек. Вот у нас камера куда-то очень далеко улетела. Чтобы положить ее на наш путь, есть два варианта. Или здесь в координатах везде прописать по нулям, или же просто при выделенной камере нажать Alt-G. И камера у нас ляжет сразу на наш трек. Теперь обращаем внимание на параметр Offset. Вот, видим, что двигается. Если в минусовую сторону, это одно направление. Если в плюсовую сторону, то это в противоположном направлении двигается камера. Вот. И сейчас мы можем выставить ключевые кадры. Здесь выбираем 0. И нажимаем клавишу I. И вот у нас есть первый ключевой кадр. Затем выбираем 250 кадр. Выставляем здесь 250. И тоже нажимаем клавишу I. Теперь можем проверить движение нашей камеры. Но мы видим, что наша камера, она не смотрит абсолютно в сторону нашего куба. Наша задача снимать на видео куб, чтобы в объективе был наш объект.
Что для этого нужно? Мы создаем еще один constraint. Здесь track to, то есть куда будет направлена камера. Track to, также берем пипеточку и вот выделяем наш куб. Еще раз проигрываем. И вот видим, что камера направлена строго на куб. Давайте проверим, что у нас получилось. View, Cameras, Active Camera. Сейчас немножко расширим, увеличим и смотрим, что у нас получилось. Ну, вот такой немножко дикое видео у нас получилось, коротенькое, но суть оно демонстрирует. Что интересно, также по этому треку, по этому пути вместо камеры можно ставить любой другой объект. Или персонажа, или машину, или наш куб. Или можно даже вместо этого куба можно ставить любую другую модель, и при этом сохранив все остальные настройки, то есть трек, камеру, и не нужно будет каждый раз настраивать анимацию. Для этого нам нужно просто, надо будет сделать, добавить пустышку на место нашего куба, в центр нашей сцены, и сделать в констрейнте track to, нужно будет указать вместо куба нужно будет указать пустышку. Вот здесь указано, что теперь цель или таргет пустышка, а не куб. И мы можем заменять наши объекты, и каждый раз у нас не нужно будет уже настраивать камеру, трек, а можно будет просто менять модель и рендерить видео с нашей моделью.